Пожалуй, ни одна женщина не пожелает оказаться в подобной ситуации. Вы прошли вместе огонь и воду, воспитали чудесного ребенка, и, кажется, уже ничто не может бросить тень на ваш крепкий союз. Как вдруг вы начинаете подозревать, у вашего мужчины есть кто-то еще. Возможно, он объявит об этом через несколько недель, а, может, будет прятаться и жить на две семьи еще долгие годы. Однако предвосхитить грядущие дурные вести женщина вполне может и на самых ранних этапах, пока новое увлечение ее возлюбленного не вылилось в громкий развод с делением имущества и споров вокруг опеки над детьми. По данным психологов, следы губной помады на воротничке рубашки вашего супруга часто оказываются ложной тревогой. А вот небольшая коробочка с ювелирным украшением в кармане его плаща, припасенная якобы для вас и якобы без повода, может стать явным сигналом того, что ваш возлюбленный нашел этот повод на стороне. Разбираемся, на что еще следует обратить особое внимание. Решетка 1. Изменения в стиле одежды. Теперь он носит дорогой шарф, джинсы слим-фит или вовсе рубашку с ярким принтом. Если в прошлом он просто на дух не переносил подобное, предпочитая неброскую классику, то, может, в его жизни появился кто-то, ради кого он готов наряжаться. Решетка 2. Он внезапно полюбил молодежную музыку, а также увлекся поэзией, и это преимущественно любовная лирика, и читает романтические повести, хотя ранее ничего кроме исторических книг о Второй мировой войне не считал достойным для себя чтением. Ищет вдохновение. Решетка 3. Его рубашка заправлена, когда он возвращается с работы. Если утром он уходит с рубашкой или футболкой на выпуск, а вечером возвращается аккуратно одетым, будто с иголочки, задайте себе вопрос, кто же заправляет ему рубашку. В какой-то момент вы на уровне подсознания поймете, теперь он раздевается и одевается в 2 раза чаще. П.С. Правило работает и наоборот. Решетка 4. У него новая стрижка. Вы, должно быть, еще помните, как вас раздражало, когда он забывал стричься или делал это в первой попавшейся парикмахерской. Так вот, теперь можете нервничать еще больше. Если теперь он ходит за своей новой стильной прической по дорогим салонам и барбершопам, то попробуйте поинтересоваться, кто ему дал эту наводку. Если он решил вдруг сам и никто ему не советовал минус, то смело записывайте этот пункт в список опасных сигналов. Решетка 5. Он закрашивает седину. Либо тщательно выдергивает серебристые волоски в своей шевелюре. Мужчина молодится, когда испытывает кризис или когда хочет понравиться новой женщине. И, к сожалению, первое часто соседствует со вторым. Читайте также «Кризисные годы человеческой жизни». Решетка 6. Он слишком часто отправляется на прогулки после наступления темноты.
Даже если погода оставляет желать лучшего, а на часах минус далеко за. Почему? Возможно, он гуляет там, где лучше ловит сигнал телефона, и где его некому подслушать. Решетка 7. Он возится со своим смартфоном, словно ребенок с тамагочи, и следит, чтобы батарея всегда была заряжена. И упаси вас Бог, взять его девайс в руки. Личное пространство. Или он боится, что на экране не вовремя высветится сообщение от его новой пассии. Читайте также, может, пора сдаться. 5 признаков того, что отношения уже не спасти. Решетка 8. В его лексиконе появилось много новых слов. Например, молодежный сленг, слова «мрофлить» и «лойс», и он, конечно, мог выучиться в офисе, но настолько ли, чтобы они вошли у него в привычку? Решетка 9. Недавно он купил темные очки. Довольно стильная модель, от известного бренда. Сам бы он себе такие не взял. Если это, конечно, не подарок от той, чьи сюрпризы он с радостью принимает. Решетка 10. Он завел аккаунт в Instagram. И теперь рассматривает фотографии орхидей, природные пейзажи и танцовщиц фламенко. Танцовщиц фламенко он рассматривает даже во время футбольного матча. Решетка 11. Он часто переписывается с кем-то в ночи. А чтобы вас не тревожить, он прикрывает голубой экран под подушкой. Вы тоже сейчас вспомнили сцену из британского сериала «Шерлок» с Мартином Фрименом в роли доктора Ватсона? Решетка 12. Он опять закурил. Возможно, просто нервничает, хотя с чего бы. А, может, частные перекуры позволяют ему проводить больше времени за дверями квартиры, там, где лучший сигнал мобильной связи. Решетка 13. Он принимает витамины. Бейте тревогу, если он не врач и если он делает это не по вашей рекомендации. Решетка 14. Он купил весы. И возможно, это не страшно, если, конечно, весы не стоят рядом с зеркалом. Решетка 15. Он старательно избегает вашей лучшей подруги. Во всяком случае, старается не находиться с ней и с вами в одной компании. Решетка 16. Теперь он гордый владелец недешевой спортивной, тонкой, абсолютно бесполезной, но очень стильной куртки. Решетка 17. Пожалуй, он слишком хорошо разбирается в новых коллекциях женской одежды, хотя раньше кардиганы, свитера, пуловеры и блузы в его голове имели одно название минус просто кофта. Кто его научил, если не вы? Решетка 18. Он вдруг записался на пилатес, йогу, кикбоксинг или бог знает, на что еще, лишь бы освободить себе лишние 2 часа в день. Решетка 19. Он прекрасно ориентируется в той части города, в которой ранее никогда не бывал.
По крайней мере, вы так думали. Решетка 20. В его кармане обнаруживается печенье для собак. Удивлены? Между тем, это уже классика, считают специалисты. Сегодня некоторые девушки в поиске не просто прогуливаются с домашним питомцем, а используют собаку в качестве крючка для привлечения внимания. Мужчина же, храня в кармане такое лакомство для питомцев, рассчитывает, что пудель какой-нибудь примилой девушки увяжется за ним и будто по велению судьбы приведет ему свою хозяйку прямо в руки. Вот такая новая ролевая игра. Решетка 21. Долгие годы он, кривя лицо, посещал встречи выпускников через раз, ленясь дойти до ближайшего ресторана, а тут внезапно с нескрываемой радостью покупает билеты, чтобы увидеться со старыми одноклассниками в другом городе. Не исключено даже, что это он организовал эту встречу. Кстати, а он вам еще не сказал о главном условии? Никаких вторых половинок. Решетка 22. Подарок, который он купил своей сестре или матери на юбилей, неожиданно очень красивый и даже роскошный. Кажется, с гравировкой. И если его родня от этого в таком же шоке, как и вы, приготовьтесь, возможно, все эти подарки – привет от его новой женщины, которая желает занять ваше место и понравиться своей будущей свекрови. Фото, кадры из фильмов.